США дает возможность путешествовать по всему миру. Заработав свои бонусные мили, мы решили использовать их и полетели в Пуэрто-Рико на 3 дня. Ничто не заменит значение и силу путешествия. Это и новые впечатления, и перезарядка от будней. Пристегнитесь, мы взлетаем. Следующая остановка – счастье. На дисплее, который находится на спинке впереди стоящего кресла, можно узнать расстояние, высоту, скорость, время и карту полета. Лично для меня расстояние исчисляется от количества просмотренных фильмов. Итого, Нью-Йорк плюс Пуэрто-Рико равняется 2 фильма. Но какой бы ни была разнообразной система бортовых развлечений, самая лучшая картинка открывается из иллюминатора самолета. Отвлекитесь от экрана и просто посмотрите в окно. Всем привет! Мы на самой большой островной части Америки. Это Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико означает «богатый порт». Наша группа захвата едет на такси в отель. Оценили по достоинству интерьер и экстерьер королевского отеля под названием Royal Sonesta, который находится на первой линии с выходом на океан. Также мы увидели, что в распоряжении отеля есть спа-центр, открытый бассейн с баром, джакузи, тренажерный зал, ресторан и другие сервисы. Обойдя все вокруг, мы дошли, наконец, до своих номеров. Врываемся в свою обитель, гостиница The Royal Sonesta. Покажу вам все, что я увижу и не увижу, потому что у меня диджейка, а она снимает, когда надо и не надо. Все супер. Ведь не очень, но вон там вдалеке очень. Все нравится. О, вижу лайфхак. Нажимаешь кнопочку, зажигается подсветка на умывальнике. Переодевшись, мы едем на ужин-аттракцион Flying Dining. Это идеальный вариант приключения, где можно испытать чувство невесомости в облаках. Пуэрто-Рико не считается богатым краем, поэтому хочу сфокусировать свой взгляд на природу, джунгли, восход солнца, плавание в теплом океане и приключениях. Инструктор дает рекомендации по безопасности. Надежность и благополучие всегда на первом месте. Наслаждайтесь, не беспокоясь. Наш бармен готов. Другие тоже готовятся к приему космонавтов. Ремнями безопасности инструкторы пристегивают каждого туриста к крутящемуся креслу персонально. Французское шампанское просекко лилось рекой в буквальном смысле. Начинаешь чувствовать себя космонавтом и полетели. Уникальный ужин с потрясающим видом на Карибский остров в подвешенном состоянии на высоте 160 футов над уровнем земли продолжается около 45 минут. Адреналин зашкаливает. Повара, в свою очередь, изощряются в приготовлении различных канапе. Веселье, хорошее настроение, отличная музыка, и мы красивые. Наслаждаемся моментом жизни, а диджей создает хэппи-бёрзную атмосферу. Зайчика, твое здоровье. Спустившись с облаков, мы по инерции еще какое-то время продолжили эйфорию. Уставшие, но довольные, возвратились в отель, чтобы нырнуть в бассейн. Еще хотели пойти на океан, но, оказывается, территория закрывается на ночь. Зато вдоволь наслушались лягушачьих концертов. Листовая лягушка Коки является символом Пуэрто-Рико. Почти до часу ночи они квакают, не переставая свои сонеты. Рассвет.
Облако превращается в серую тучу, которая тяжело поднимается, растет, постепенно облагая небо. Было уже 7 часов утра, пришли на рассвет. Посмотреть на океан, все в пене. Ой, какая прелесть, вода теплая, ну просто теплая, наверное, градусов 37. Великолепный пляж, принадлежащий нашему отелю, является продолжением городского пляжа Исла-Верди. Пляж с мелким песком, теплой водой и хорошими волнами, которые не дают выйти тебе из океана. Вид на отель с кокосовыми пальмами тоже симпатичный. Мне нравится здесь быть. После утреннего плавания в океане завтрак. В меню ресторана Алели вкусные кулинарные деликатесы. И вперед, в дорогу, за приключениями, в джунгли. Вечером обещали дождь, надо успеть. Веселую группу романтиков из 9 человек везет сам гид, он же инструктор. Подъезжаем ближе к водопаду и по козьей тропе осторожно спускаемся вниз к подножью. Инструктор по хайкингу предупреждает о ядовитых растениях, которых здесь множество. Этот лист с пупырышками очень ядовитого растения. Если дотронуться, то получишь ожог и будет очень некомфортно. За неимением специальной обуви инструктор предложил всем разуться и идти в носках. Телефоны сдаем ему в непромокаемый голубой мешок. Если бы заранее знать, как там опасно спускаться по острым и скользким камням, я бы не рискнула брать с собой свои камеры. А после дождя или во время него здесь вообще не пройдешь, так что нам повезло. Известно, что спускаться труднее, потому что центр тяжести сзади, поэтому опасно даже оглядываться. Да уж, колени дрожали от напряжения, будь здоров. Конечно, красотища здесь неимоверная. Инструктор постоянно контролировал спуск по трудным участкам. Кое-где были натянуты веревки, чтобы легче было идти, держась за них. Вода со скоростью стремится вниз по скалам, образуя каскады. Скоро увидим сверхопасный экстрим под названием Water Slide. Но сначала тренировочный вариант. Как говорит инструктор, very easy. Естественная водная горка Лас Пейлас находится в часе езды от города Сан-Хуан. Пейзаж впечатляющий, а прохладная вода с гор намного холоднее, чем в океане. Это веселое место, и мы провели здесь время, наблюдая, как туристы-авантюристы скользят по скалам. Первый раз в жизни я отказала себе в удовольствии испытать острые ощущения, ведь скорость потока воды около 30 км в час. Прыгнуть солдатиком со скалы тоже надо иметь храбрость. А это уже настоящий экстрим. Водная витая горка с агрессивным гравитационным потоком Water Slide. Ты находишься в свободном падении, при этом тебя разворачивает водяной поток, и ты летишь со всей силы, не контролируя ситуацию. О смелых и отважных поем мы песни. Это наша Диля. Ну, а я показываю феерическую картину природы джунглей. Смотрите и ставьте лайк. Как и обещали синоптики, пошел тропический ливень, как раз во время бранча, но закончился через 20 минут. К вечеру решили прогуляться по историческим местам в старой части города Сан-Хуана. Тотем Телурико из черного гранита и керамики поставлен в честь 500-летия открытия Нового Света Колумбом. Старый город украшают здания колониальной архитектуры. Для защиты от врагов испанцы строили на побережье форты и крепости. В Сан-Хуане построили крепость Дель Моро.
На протяжении веков эта крепость видела много сражений, но никогда не потерпела поражения. Такой вид, что дух захватывает. Это историческое место. Пройтись по лугу, где были когда-то сражения, это многого стоит. Кладбище колониальной эпохи названо в честь Святой Марии. Здесь похоронены многие видные деятели города Сан-Хуана. Основной остров Пуэрто-Рико имеет 170 километров в длину и 60 километров в ширину. С 1898 года эта земля относится к Америке, а население является ее гражданами, хотя и не является штатом. Наконец-то мы, изрядно проголодавшись, а наша героиня Диля вообще захотела покушать суп, мы кинулись в поиск ресторана. Фортуна повернулась к нам не сразу. Пришлось обойти 4 адреса, прежде чем мы обнаружили это сокровище под названием Рейсес. Нам сразу понравилось это место в старом испанском стиле. Интерьер веселенький, романтичный, а наряд официантов соответствовал очень далекому веку. У нас получился захватывающий культурно-исторический ужин, где суп подавался в древних котелках. Последний вечер посвятили сонатам лягушек Коки. Спасибо за безупречный сервис чистоты и порядка, который был на протяжении нашего пребывания в отеле. Вода синего цвета – это отражение неба, а белый гребень волны – это манящая вдаль облака. Не хочется расставаться с этой красотой. Лау Пуэрто-Рико снова и снова смывается волной. Спасибо, друзья, что были со мной, что посмотрели видео и поставили лайк. Встретимся в следующем. Пока!